Вот эти вот ваши тиктоки, понимаешь, тиктоки. Я, кстати, тикток про Кавказ выложил. Да, hard.tk. Если что, наш тикток тоже подписывайся обязательно. Все, давай, приятного тебе просмотра. Поехали. Ать. Бан тебе, блядь. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Ага, 3 выстрела, ни одного попадания. Охуенный снайпер, согласен. Она лезет вон из кожи, лишь бы выйти из френд-зоны. Я проверю ее форму, как правильно. Когда, боже, когда? Когда я постоянно говорю одно и то же? Когда пройдет вот эта конченая, понимаете, конченая мода на вот этих вот, а? Когда она пройдет? Вы кто-нибудь мне можете нет сказать? Не знаешь, нет? Не знаешь? Ну ладно. Программа ревизора подмешала таблы в колу. Ее перла по-любому. Теперь она хочет, чтобы мы сняли порно на айфон. На газ еще чуть-чуть, и я на пике горы, пики славы. Тут я чую, будто будь просто балов, не будь слабым. Боже, что это все? Вот это вот, что он говорит, а? Что, я хоть уже слова хотя бы одного можно, нет, понять? Что еще раз? Что ты только что... Что это? Что это? Вазелин? Что это такое? Она лезет вон из кожи, лишь бы Она лезет вон из кожи. выйти из френд-зоны. Я проверю Лишь бы выйти из френд-зоны. Так, подождите, смысловая цепочка налаживается. Так. ее форму, как программа ревизора Чего? подмешала таблы в колу. Ее перла по-любому. Теперь она хочет, чтобы мы сняли порно на айфон. Давай, ну давай меня шмонай, ты вертухай, да загляни под юбочку. Ты слышишь, ты? Я сейчас тебе загляну! Бан! Ля! Чья мать прыгает? Так, ну все быстро проверили. Забрали телефоны, чья там прыгает. Я тебе попрыгаю, гадость. Не дают. Бля, чуть сердце не остановилось. Совсем с ума сошли. Я помню год 2004. Откуда есть такой вампир Каин? Помните? То ли из аниме откуда-то, то ли... Откуда же... Я точно помню, вампира звали Каин. Знаешь, такой... Знаешь, что-то типа этих... С Беллой-то этот фильм про вампиров, этих кровосисей. Знаешь, такой смазливый такой ушлепок такой. И вот все, вот раньше мода была, вот кто вот тут родился, это где, в «Сумерках», да-да-да. Ну вы поняли, вот такой, да, вот этот типаж. Короче, знаешь, такой он... Такой, знаешь, смазливенький. И все просто... Раньше был фетиш, я не знаю, год, наверное... Ой, бля, дай бог мне памяти. Год, наверное, 2002, 2003. Не, наверное, 2002 где-то. И вот все, абсолютно все вот делали себе на аватарке ВКонтакте, знаешь, типа такие клыки, все дела такие. Такие опасные, просто, понимаешь, хищные, просто. Ой, хорошо меня это не коснулось. Бля, я не представляю, если вот это кринж ТикТок, ты представляешь, что бы мы с тобой снимали? Вот те, кто сейчас постарше, ты представляешь, что бы мы с тобой запиливали? Прикинь? Ой. Если дома нету воды, а у вас скоро свидание, не беда. И чисто. У кого мне отсосать, чтобы получить чашку кофе? Блять, кофемашина сломана. Выбери меня, выбери меня. Сегодня ночью ты станешь моим секретом. Знаю, ты хочешь это. Подойди поближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Ближе, детка. Это мой боекомплект. Я люблю этот оттенок, когда убежу, буду. Что сегодня за день, а, такой? Сейчас приду. Пошел переодеваться. ТикТок интересный вышел, посмотри. Рукожоп. Кто, кстати, тоже рукожоп, плюс чай. У меня, знаешь, бывает день такой, дни такие, знаешь, прям идешь и вот так вот все, вот так вот. Немного заморался. И вот, знаешь, вот оденешь белую кофту, и знаешь, вот так вот на нее что-нибудь обязательно что-то капнет, что-то, вот никогда в жизни ничего не будет падать, вот от белую, новенькую, чистенькую футболочку оденешь, просто вот такой шлепок такой, знаешь,
Ах, блядь, а. Сейчас, наушники возьму. Антон, как чел, который ёбнет тебе. вы мне можете кто-нибудь сказать? Я в последнее время заметил одну прекрасную вещь. Прекрасно. Все мальчики, я одного такого чувака видел у нас в городе. Одного пока что один. Мальчик, если ты меня слышишь, беги. Потому что, если ты еще живой, стали мальчики красить ноготочки. Вот один этот покрасил, поугарал, причем по угару это, я так понял, сделал. И начали все мальчишки у нас красить ноготочки. Это, говорит, модно у нас. Ох, блядь. Ребята, я вам всем желаю, знаете, когда-нибудь придет эра добра. Эра добра — это когда снова станут у нас популярными движения панков, металлистов, всяких там челкарей, говнарей. Короче, вот этих вот. И вслед всегда, я вам говорю, за этими субкультурами приходят чистильщики, понимаете? Чистильщики — это вот эти вот, которые... Господи, я каждый день об этом думаю. Пожалуйста. Не хочу даже смотреть, что будет в будущем. Не хочу смотреть, какие будут разработки. Там, как далеко шагнет наука. Я просто хочу снова их увидеть на улицах. Я снова хочу увидеть, даже, я бы сказал, услышать вот этих вот... Пехота, ёпта. Вот. Ребята, возвращайтесь. Без вас все плохо, пожалуйста. Пожалуйста, возвращайтесь, а. Ну, пора уже. Твоя ховна мне, она дает не тебе. Кровавый водоем вместо лица после кет. Ты скоро будешь там, где отдыхает твой дед. А ты бывшую любил? Нет, А ты бывшую любил? нет, А ты бывшую любил? Он тебе сказал нет, дура. да. Тебе пизда. За тебя, брат. Я специально упустил еще одних из виду. Прошу прощения. Вы знаете, великодушно извиняюсь. Я упустил еще одних прекрасных ребят. Среди всех вот этих вот замечательных субкультур были еще одни ребята. Знаете, они носили подтяжки. Знаете, такие у них были четко выраженные подтяжки. И нет, это не эти, которые... Хава, Нагила, Хава. Это не они. Были классные ребята. Там у них такие специальная обувь была, можете погуглить. И иногда они брили головы. Ох, такие, знаете, по городу ходили, музыка у них такая хорошая играла. Такие, знаешь, веселые, да. Но, если что, я говорю к тому, что вот они, частично я не особо это поддерживаю, но вот частично они тоже вычищали вот этих вот они вычищали, которые вот это вот, я там, вот это все просто всех вот так вот просто под одну гребенку просто чистили. Так что я очень надеюсь, ребят, что когда-нибудь я вас снова увижу. Причем у нас в городе, знаешь, настолько жесткие они были. Бля, я просто помню, их, наверное, человека 3-4 было, вот они ходили. Ты знаешь, прям как из этих, как он называется? Из Ромпер-Стомпер, помнишь фильм? Ты знаешь, вот они прям чистые были. То есть не позеры, а прям вот конкретные ребята. Я не знаю, где они сейчас. Может быть, уже, наверное, им лет всем по... Причем это старше нас они были. То есть им уже всем туда за 40, но... Мужики, я очень надеюсь, что когда-нибудь я вас снова просто увижу. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. А ты
ты бывшую любил? Нет, А ты бывшую любил? нет, А ты бывшую любил? да. Тебе пизда. Она зовет меня странным. О май гад, бэби, но не почивай. Доча так, тебе золото халат. Просто дальше. Парни оценят. Вообще без комментариев. Это тень так падает, а нет. Уф. Уф. Вот он, мой хороший, вот оно. Вот она. Пошла дуга. Пушок пошел. Хорошо, вот еще оправу вижу от очков. Молодец. Молодец. Ай, молодец. Да, какой. Мы цыгане модные, с утра голодные, джинсы узкие, сами не русские, в карман стволы, сами орлы, другие нации лесбиян. А где телефон? Опять телефон спиздили. Лезгинку танцевали, а мы цыгане кайфовали. Я собью. Моя киска — это сладкое блюдо. Мой каблук на твоих яйцах ублюдок. Ты хочешь биф? Ты, наверное, не подумал. Я найду твою подругу, я нагну твою. Вот это что такое в кадр влезло? Ля, смотри. Блять, меня сердце кольнуло. Мне одному показалось на одну секунду, что там беспорток сидит. У меня сейчас немножко укол такой, знаешь, в сердечко очень такой, прям ярко выраженный. Ну как ты, мое солнышко? Во-во-во, это раньше был прикол, короче. Чтоб в хате срач не убирать. Короче, все фотки делались на фоне занавесок. Знаешь, причем лайфхак был. Ты, короче, вставишь вовнутрь. Ты к окну не поворачиваешься, ну, чтобы рамы задроченные не показывать, которые все уже, краска отваливается. И ты такой, знаешь, на фоне занавесок, короче, становишься, и такой, знаешь, у тебя типа такой, как хромакей, короче. Это... Это сильно. Мода возвращается. Я перестарался. Наркотики это зло. Вот еще один, блядь. Нет. Наркотик, друг молодежи, ты будешь, я буду тоже, ты куришь, я курю тоже. Пошел. Скажите мне, как они сгенерировали это? Понимаете, всегда, прежде чем какая-то херня случается, всегда у этой херни есть какая-то предыстория. Вы мне можете сказать, то есть, как получилось так, что вот это как вот это все? А? Никто не знает? Заканчивай. На меня смотри почаще. Так, давайте разбираться. Значит так, у меня есть вопрос на эрудицию. Да посмотрим мы утопию, успокойтесь. Алло! Спокойно. Значит так, вопрос на эрудицию. Вот как вы думаете, вот это мальчик или девочка? Мне кажется, что девочка. Вот это с желтыми волосами. Вот как ты думаешь, кто это? Мне кажется, что, наверное, все-таки девочка. Вот это. Как ставки есть? Это... Ту-ту-ту-ту-ту. Есть? Нет? Как вы думаете? Я думаю, что все-таки девочка. Вот это, по-моему, мальчик. Нет? Девочка в душе мальчика, а он наоборот. Чего? Я понял.
Идут два яма. Один щелк, и второй тоже получит. Я понял. Так, значит, всем доношу месседж. Если в чате есть люди, которым лет, короче, мало, не надо свой язык в своих друзей или подруг сувать. Слышите, нет? Рано еще. Фу-фу-фу. Лучше за компами посидите, я не знаю, в компьютерных клубах поупарывайтесь. Хватит сувать языки свои. Щелки красить. Делать им нечего, гадости. Фу, не надо. Кто знает, что она этим языком делала вчера. Так что фу-фу-фу. Хватит ржать, говорю, хватит пихать его непонятно куда. Ой, бля. Даша, бусинка, тебя любит крошка. Пиши в любое время, она тебя любит. Чего? Ось. Пояснительную бригаду можно в чат? Ось. Таки. В нас мужчины. Наверное, типа вот такие у нас мужчины? Ось. Ось таки. Есть пояснительная бригада, нет? Работяги, кто там с Украины? Ну-ка, это... Ничего не понял, но очень интересно. Вот такие у нас мужчины. Оу. Я, ребят, просто, знаю как минимум уже 2 языка. Курсы, если что, можете записываться. Во время ссоры матерюсь про себя, открывая рот. Оля. Я знаешь, что... Кролл. Я знаешь, что вспомнил? Раньше, помнишь, эти прикалывались все, пластинки орбита, короче, вставляли. Жвачку себе вставляли и прикалывались. О, пожалуйста. Приколы назад возвращаются. Я Зайцев в чат. читаю по губам. Так, тихо. Я умру за твою красоту, жизнь тебе дарю, свою жизнь разбитую. Раньше верил я. Ля, ты какой хитрый, а? Ля, какой хитрый глаз. Ай, ты. Ля, что там творит? А так вот раз. Слушай, а что, это реально такой байт работает? Ля, зайцы поскакали в чате. Бан! Я пошутил. Читай по зубам, блядь. Я читаю по зубам. Осуждаю. В любовь, тебе страдаю я в этой жизни. Ай, какой какой ля, полез. Дорогой, я побрила киску. Знаешь, что это значит? Знаю, у нас забился слив, надо вызвать сантехника. О. Пользуясь случаем, хочу вам рассказать одну историю, которая со мной недавно опять случилась. Как вы знаете, я относительно недавно переехал в новую хату. И это ужасно. Ужасно, потому что там, короче, в одном месте очень плохо сливается вода. Никак там с трубами мы не разберемся. Я недавно такого кракена достал. Бля. Я, короче, потянул за маленький волосок. У меня просто у моей волосы такие, ну, вот, где-то по локте, наверное. И, короче, прикинь, я сам не понял, как я тяну, а со мной, короче, я смотрю, как будто кто-то на меня оттуда смотрит. Я, короче, такой смотрю, а тяну, а, короче, там все тянется и тянется. Я оттуда такую херню вытянул, я вам серьезно говорю, так страшно, ребят, очень страшно.
Я серьезно говорю, там такой кракен вылез. Ты знаешь, как вода начала смываться? Как будто дом новый построили. Мне кажется, что я со всего стояка волосы вытащил. Короче, да-да-да, просто чупакабра. Реально, прикинь, я, короче, тянешь, я прям слышу, короче, по трубам, прикинь, внизу под ванной шелестеть что-то начало. Блять, очень страшно. Вот я когда один жил, такого не было. Очень страшно, очень. Поэтому, дорогая, если ты меня смотришь, знаю, у нас там больше в ванной никто не живет. Бабайка. Иди письку помоем. Не, я бабушку дождусь. Это почему? Да у бабушки просто руки трясутся. Конченый. Видео для той, которая целуется с моим высшим. Захожу богатой 21. Мужики. Бля, почему-то так помыться захотелось, как-то... Что ты делаешь, женщина? Плюс фобия на всю жизнь. Мужики, о наболевшем. Мне искренне вас жаль, что вам приходится ебать тех, кто дает, а не тех, кого хочется. Ля, дурак. Еще один. Ой, бля. О, блядь. Твой мальчик. Видишь внизу? Твой мальчик. Ля какой. Шо по офникам, пацаны? Жестко. Базару ноль. Нихера там крол. Ля. А я пойду пописаю. Свои прекрасные писи. А я пойду покакаю. Свои прекрасные сапы. И на самом деле меня в этих ситуациях пугает только одно. Что вокруг нас живут эти люди. Я вам каждый раз говорю. Я иногда, вот знаешь, вот где-нибудь на рынке, в людном месте идешь, я вот так вот всегда вот немножко вот так вот иногда глаза прищуриваю и пытаюсь их в толпе вычислить, сука. А они тоже, знаешь, как будто бы что-то подозревают и пытаются, короче, типа, такие, знаешь, как будто они нормальные. Знаешь, я вот так вот порой смотришь где-нибудь на рынке, я говорю, о, сука, я вас вижу всех. А они раз такие сразу, типа, умные лица делают, но я их сам вычисляю. Сладенький, ты что хочешь, чтобы тебя тут за яички укусила? Наша ученица, ебать, нашего, нахуй, он, ебать, у него мозги аж кипят, ебать, надо потушить, нахуй ты годишь. Сперма на вкус, как яичный белок. Кто бы что ни говорил, Чего? Пожалуй, хватит на сегодня интернета. А ведь мне как-то надо стрим закончить еще. Так. Значит так, господа. Следующий кринж ТикТок. Смотрим минимум на 30к лосей. Все. Мое терпение подошло к концу. Все. Все. Хватит. Хватит это терпеть. Оля какой, бля. Вот где жизнь трещину отдала? Где, на каком этапе вот жизнь дала трещину, вы мне можете сказать? В какой момент? В какой момент вот это произошло, а? Когда пробитие случилось? Скажите мне. Когда ему боеукладку повредили? Ну как-то же это все происходит? Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это. Нихера себе. Это что за блатхата?
Бля! Это что такое? Это как поворот не туда, ты помнишь? это и на Вот такие муки с приближением весны. Говорят все бабы суки, а мы просто голодны. Качаем булочки, булочки, булочки. Качаем спинку, качаем пресс. Идем. Ты читаешь Библию? У меня сердце опять, я думал, это пацан! Осуждаю тебя, блядь! А я король, ты спешишь в святыне, а я за, ты читаешь молитвы. Блядь, я в руках запутался, это ее рука, его рука. Что это? Стоп, давайте, подождите. Нет, у нее, нет, это его рука. Так, все, тихо, все нормально, баланс восстановился. Это девушка, тихо, не пацан. А я намаз, какая разница в том, мы Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. Блядь, твою мать, а. Текст втроем. Что хочу сказать. Он меня поцеловал быстренько и 2 часа шпёхал мою подругу. Я не рекомендую. Ладно. Я вам потом как-нибудь скажу. Сколько у нас осталось денег? Чего? 1 000 000 баксов? Ничего себе. Друг, чему ты удивляешься? У меня 1 000 000 баксов, а было вроде бы 400 миллионов. Вот это то, о чем я вам говорил. Вы понимаете, они везде. Вы иногда даже не подозреваете, но они везде. Понимаете, они нас окружают. Даже самые адекватные, когда человек слишком адекватный, это значит, что он что-то явно заподозрил. 490 миллионов 500 тысяч баксов. А стало 1 000 000 000. А ровно у тебя сколько? 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 баксов. Так, чтобы у тебя было ровно 1 000 000 баксов, то я тебе отдам 1 бакс. Вот. Спасибо тебе за 1 бакс. А ты хороший друг. Дружишь не за денег. А он тебе помог 1 000 000 баксов получить. Ну да, я тебе переведу 80 миллионов. Блять, я в середине его речи потерял нить потерялась, оборвалась нить этого, здравая цепочка оборвалась где-то там. Куда, подождите, надо еще раз посмотреть, может быть это как Цицерон, понимаешь, это человек, говорящий с загадками, может быть в нем глубокий смысл, но скорее всего это просто дурачок местный. Что это такое? Что это такое? Что это было? Фу. Так. До свидания.